Человечество всегда пыталось найти источник вечной жизни. Египтяне мумифицировали тела людей после их смерти, для того, чтобы душа смогла вернуться в физическую оболочку. Алхимики с древности искали философский камень, а испанские конкистадоры – фонтан вечной молодости. Всем привет! Вы на канале Мистика. Древние правители тоже хотели жить вечно, для того, чтобы приумножить свои достижения, подвиги и богатства. Император Цинь Ши Хуан, вошедший в историю благодаря строительству Великой Стены и огромного мавзолея в Сиане, тоже был одержим идеей бессмертия и поиском эликсира под названием «Пища богов». Согласно преданиям, этот напиток был способен даровать вечную жизнь. Император скончался в возрасте 49 лет, так и не найдя пилюль бессмертия. Умер от напитка, созданного шарлатанами, содержащего ртуть. В 20 веке ученые также пытались найти рецепт эликсира молодости. Среди последователей масонского ордена была распространена информация об источнике вечной молодости, скрытой в недрах Сибири. Считается, что одной из причин нападений Гитлером на Советский Союз стало его желание обрести бессмертие любой ценой. Он приказал создать секретную организацию Аненербе «Наследие предков». Организация занималась изучением технологий исчезнувших цивилизаций. Чтобы получить недостающие знания о вечной жизни, нацисты отправляли экспедиции в Скандинавию, Абиссинию, Тибет и на Ближний Восток. Материалы этих исследований на данный момент хранятся под грифом «Секретно». Сегодня я хочу вам рассказать о тайнах проекта «Андроген». Сверхзасекреченной научной организацией «Андроген» руководил академик Сергей Савельев. Он был уверен, что при помощи технологий древних алхимиков сможет изобрести философский камень для превращения свинца и ртути в золото и в живую воду. Как Савельеву удалось уговорить советскую власть на создание этого проекта, до сих пор остается загадкой. Говорили, что немаленькую роль при создании подобного проекта сыграл Яков Блюмкин. На тот момент он вернулся из Тибета и рассказывал о тайных знаниях, которыми овладел. Также сотрудником проекта был мистик Борис Зубакин, дворянин-анархист. Зубакин был эзотериком и основал тайную организацию неорезенкрейцеров. Он тоже мечтал о философском камне, превращающем металлы в золото, и о вечной жизни. Исследователи говорили, что именно он занимался подбором ученых в группу проекта «Андроген». Проект «Андроген» был основан 2 февраля 1933 года. Для работы над проектом был выделен двухэтажный особняк, что в поселке Красково под Люберцами. Туда же было доставлено оборудование для химической лаборатории, а также философские труды и древние фолианты. Особняк этот проходил под названием «Спецдача номер 18». Ученым был выделен автомобиль с водителем. В группу входил Евгений Власов. Он следил за работой ученых. Вскоре Савельев подготовил доклад о проделанной работе и предоставил его правительству. Этот доклад произвел большое впечатление. Несколько страниц содержали отчет о странных экспериментах. Савельев докладывал, что ученые проекта «Андроген» исследуют труды древних алхимиков и работают над созданием катализатора. При помощи этого универсального катализатора они смогут якобы превращать обычные вещества в драгметаллы. Катализатором и был философский камень. Его веками искали алхимики. Савельев считал, что катализатор можно создать с помощью реакции сурмянного железа с винным уксусом. После полученное вещество надо размягчить солями другого вещества под названием «философский огонь», а затем выварить 3 суток с серой и ртутью до рубинового цвета, измельчить и добавить волово, свинец или железо. Металлы предварительно расплавить до определенной температуры. В результате всех этих процессов должно было появиться чистое золото. Чтобы достичь результата, ученым надо было найти еще кое-какие части алхимических трудов и новое оборудование. Список всего необходимого был подан правительству. Савельев получил все необходимое для дальнейших исследований. 10 тысяч рублей золотом для заграничных командировок. Также он получил разрешение на общение с западными эзотериками. По 50 килограммов 25 редких минералов, в том числе 10 килограмм золота и 100 серебра.
В своем докладе Савельев написал, что эликсир молодости почти найден. В нем он описывал некое вещество и указал, что идут испытания, проводимые на людях. Также было сказано, что для получения эликсира вечной жизни к порошку философского камня необходимо добавить ингредиенты, так называемые майскую росу и женское молоко. Эликсир так и не был найден, а ученых из группы Савельева расстреляли один за другим с 1937 года по 1940 год. В 1938 году расстреляли и Бориса Зубакина, обвинив его в создании мистической фашистской организации. Все, кто принимал участие в этом проекте, были казнены. Кто-то раньше, а кто-то позже. Причин печального конца данного проекта было несколько. Первая и, возможно, самая правдивая причина страшного конца – это то, что руководители проекта вытягивали из правительства деньги и золото для своих особых нужд. Второй возможной причиной гибели является то, что Савельев действительно изобрел или нашел философский камень, который якобы можно превратить в живую воду, и чтобы скрыть изобретение от человечества, вся группа ученых была уничтожена. Отсюда вопрос, почему же верхушка правительства не воспользовалась достижением Савельева? Также можно предположить, что участников данного проекта могли расстрелять за то, что они продали секрет живой воды за границу. В то же самое время сотрудники нацистского отдела Анненербе сообщали, что могут извлекать из свинца золото. Может, им и был продан этот секрет? Историк Михаил Калюжный считает, что советское правительство вряд ли могло участвовать в подобном проекте. В открытом доступе информации по этому поводу практически нет. Андроген был не первым проектом советской власти, занимающимся поисками вечной жизни. В 1926 году был создан Институт переливания крови. Руководил им Александр Богданов, писатель-фантаст и врач-исследователь. Он был убежден, что при переливании крови омолаживающий эффект обеспечен. Условие одно – донором должен быть именно молодой пациент. Богданов проводил эксперименты на себе, но так и не найдя источника бессмертия, внезапно скончался. Умер во время экспериментального переливания крови. В 1920-е годы ученые еще не знали, что существует 4 группы крови. Это сейчас мы знаем, что несоответствие групп донора и пациента может привести к необратимому процессу. Все же обмануть смерть никому пока не удалось. То есть подобных случаев не задокументировано и официально не подтверждено. До 40-х годов прошлого столетия 40-42 года человеческой жизни уже считалось средним возрастом, а в 60 лет – глубокими стариками. Но благодаря прорывам в современной науке и медицине мы стали жить дольше. Зная о том, что наша жизнь не бесконечна, мы ведем себя более собраннее, динамичнее, добиваясь успехов в карьере, личной жизни и в творчестве, редко тратя дополнительные попытки и твердо придерживаемся своих взглядов. Хотелось бы узнать, как бы вы распорядились собственной жизнью, если бы она была бесконечна? И нужна ли нам вечная жизнь? Благодарю подписчиков и гостей канала, что были со мной. Спасибо вам за просмотры, подписку и лайки. Пишите в комментариях, какую историю вы бы хотели услышать в следующий раз. Буду признательна. Желаю всем крепкого здоровья. Пока.